Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем вешать икеевскую полку. Ну, казалось бы, нет ничего проще, чем повесить икеевскую полку. Но сегодня мы будем вешать полку в деревенском доме, в деревенской избе, где нет ни одного ровного угла. Вот такие у нас стены. Здесь уже у меня заготовлена направляющая для подвески полки. Вот, но дальше направляющей нет, и там будет тоже достаточно сложно эту полку поставить. Сейчас мы будем этим заниматься. Самая сложная работа с икеевскими полками была в углу нашей. Угол избы, он не прямоугольный, а закругленный. И мне пришлось угловую полку подрезать так, чтобы она вписалась в закругленный угол избы. Раз уж мы затеяли менять полку и проводить проводку для подсветки, заодно поменяем проводку и для вот этой люстры. Так. Ага. Жучков, всех жучков надо отправить вот в раковину. Так, давай. Сюда. Сюда это синий. Белый это фанта. Так. Все. Лампу мы сняли. Теперь надо вот эту проводку передвинуть прямо сюда по центру. Артем, Ого! я положил на место. Ага, спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Забраться на чердак и посмотреть, что там, как там вышли провода или не вышли. Так. Что здесь у нас есть? О. Метла. Здесь, наверное, жила баба Яга. Ну ладно, метлу прибережем. Может, она еще вернется. Так, здесь у нас распределительная коробка. Сюда у нас просто проложить. Сюда просто проложить гофру. Так, а сюда, а вот туда нам надо подключить питание. Так, ну вот, кабель проведен в гофру. Так, теперь нам нужно его заправить в коробку. Так, вот как-то так. Так, пока подключать не будем под напряжением. Сначала все соберем с той стороны. Так, ну теперь нам надо, я хочу в гофру поместить вот эти ваговские коннекторы. Очень мне нравится с ними, удобно работать. Теперь проводим следующий провод. Так, нам надо его провести отсюда туда. Здесь. Черт, это проволока. Никакого от нее прока. Если кабель короткий, то протолкнуть несложно. Вот длинный, надо пользоваться проволокой. Вот раз-два и готово, без всякой проволоки. Так вот выглядит типичный чердак деревенского дома. Это печной боров, печной боров русской печки.
А вот печной Боров печки голландки. Вон какая там труба. Так, проводку мы на чердаке провели, поменяли, сдвинули ее немножко сюда. Теперь лампу можно поместить на место. Так, синий к синему, белый к белому. Так, сюда белый. Сюда синий. Синий у нас это земля, а белый это у нас фаза. Так, это у нас готово. Так, как же это все стояло-то? Видимо, вот так. Попасть в старые дверки. Уже лучше. Два болта попало, сейчас и третий попадет. И третий зашел. Ну все, висит надежно. Включаем. Та-дам! Икеевская полка будет внизу с подсветкой, поэтому для этого я как раз мучился на чердаке, чтобы прокинуть туда провод 220. Теперь к этому проводу нужно подключить специальный провод, который вставляется в трансформатор икеевский. Сейчас я его покажу. Вот такой трансформатор. Туда мы будем вставлять провод. Вот. Но для того, чтобы подключить его 220, мне нужно его обрезать и соединить с проводом, который я бросил с чердака. Безжалостно обрезаем один провод и еще более безжалостно обрезаем другой провод. Так, это нам не нужно, а это мы сейчас будем соединять. Соединять будем на термоусадку. Нам нужно две термоусадки, синяя, ну, например, красная. Одна будет у нас синяя, а сюда мы наденем красную. Сейчас попробуем это все соединять. Чуть-чуть обжимаем. Вот, соединение получилось надежное. То же самое мы повторяем с проводом другого цвета. Его надо немножко распушить, не надо его скручивать. Наоборот, пусть он будет такой распушенный. Соединяем вот так. И дальше крутим и одну, и другую сторону вокруг своей оси.
Вообще я скрутки не люблю, но поскольку здесь не предполагается больших токов, это всего лишь простые лампочки подсветки, они потребляют немного, поэтому здесь особо переживать не стоит. Вот, соединение надежное. Так, теперь нам это все надо усадить. Так, вот получились у меня два таких аккуратненьких провода. Подготовил место для второй полки, направляющие и крепеж. В итоге вот получились такие полки. Чайник, конечно, стоит неудачно, но что же поделаешь.